Друзья, всем привет! Сегодня в видео я вам расскажу, как я, атлет, занимающийся калистеникой, тренировками собственным весом, решил съездить на соревнования по жиму лежа, народному жиму, что вышло из этой авантюры и сколько раз мне удалось сделать. Поехали! Небольшая предыстория. Не так давно в Беларуси проводился 5-й открытый кубок Федерации ВРПФ по безэкипировочному пауэрлифтингу. На него готовился мой коллега по работе. Как-то раз я пришел в зал, мы разговорились, и мне стало интересно, а сколько раз я смогу выжать от груди штангу собственного веса. Итак, без подготовки у меня получилось сделать 28 раз жима от груди. Мы, естественно, сразу же посмотрели в таблицу, и оказалось, в моей весовой, если пожать от груди 37 раз, то можно выполнить норматив мастера спорта. Так и началась эта история в 4 недели. Точнее, эти 4 недели рассчитывались на то, что я уберу все свои интенсивные и энергоемкие тренировки и уделю внимание только жиму лежа. Но, конечно же, так не произошло. Я тренировался так, как и тренировался до этого. Просто в свои тренировки я еще включил и жим лежа. Поначалу первые 2 недели я делал одну тренировку в неделю по 4 подхода. И потом 2 недели по 2 тренировки. Тоже по 4 подхода у меня там примерно получалось. Была еще 5-я такая неделя, скажем, 4 дня оставалось до соревнований, где это были такие разгрузочные дни, что предполагало собой не делать никаких жимовых движений. Но отжимания от пола не в счет. Очень непростая ситуация. Остается 1 день до взвешивания. Мне нужно войти в вес в 72,5 килограмма. А здесь вот такая ситуация. Камеру установлю. 74 показывают. 1 день остается до соревнований. Времени совсем мало. Сейчас я попробую максимально раздеться, даже часы сниму, штаны сниму. 73 500. В общем, мне за день нужно скинуть килограмм, так, чтобы это было не критично для организма. Мне просто категорически важно пробежать кросс в легком темпе, где-то в районе часа побегать. Затем, я думаю, еще принять горячую ванну. В общем, по максимуму мне нужно слить этот килограмм. Я не знаю, как это скажется на моей силе. Послезавтра жим. Скинуть именно чисто, плавно. Но за 4 дня плавно скинуть 2,5 килограмма никак не получится. Если бы у меня было 2 недели в запасе, это было бы без проблем. Но за 4 дня, так, чтобы для организма было без стресса, чтобы я не слил какие-то силовые показатели. Ну, посмотрим в любом случае. Дай папа взвесится. Так, после бега. Дай вообще подожди, дай папа взвесится. 73. Нет. Не трогай, не трогай. Я пережду. Где-то 72 800 примерно. Ну, завтра утром, по идее, я должен быть 72,5. Но, тем не менее, день почти ничего не ел. Так, минимально гречку, там, салатик. Сладкого, конечно, ужасно хочется. Надеюсь, после взвешивания завтра я накидаюсь. Так, сейчас пойду у Никитоса заберу комбез. Здравствуйте. Гигант поделится со мной. А можно с вами сфотографироваться? Обязательно поделится со мной комбезом, в котором я утону. Ну, похоже на то, я не знаю, как это будет выглядеть. Наверняка забавно. Легендарный, кстати, чемпионский. Чемпионский. Ну, ты понимаешь, да? Придает там Это, плюс то есть, 99. вещь такая, да, уникальная на самом деле, трофейная. Будем разрывать. Так что тут без вариантов, ты должен, конечно же, показать достойный уровень этого комбеза. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. 245? О, 72,4, хорошо. ура. Второй. Так, 165, 250. Это вы сейчас запишете меня, да? А ты какой выступаете?
Просто первое, что делаю после взвешивания. Это жесть. Итак, я вошел в вес, это очень круто. Первый раз я стал на весы, они показали 73,5 килограмма. Я снял штаны 73, затем цепочку, часы, полностью разделся, в трусах только остался. Показали 72,8. То есть мне нужно было 300 грамм скинуть. Я думал, без бега не обойтись, но слава богу обошлось. Я сходил там в туалет, слюну всю выплевал. Короче, такое полное обезвоживание организма. И перешел, стал на весы, показали 72,4. В общем, я вошел в вес, и это круто. Мне даже не пришлось бегать. Круто. В голове перед стартом у меня была самая настоящая каша. Я настолько зациклился по всем этим правилам. Главное, локти выпрямлять, таз не оторвать, чтобы нога там никуда не уехала, не ускочила, что я совсем забыл про свое дело. Выйти просто в легкую и пожать. Настолько я был зациклен именно на этих правилах, что не было такого вот спортивного взрыва, можно сказать. И я решил, что я лучше буду делать в таком среднем для себя темпе, не спешить, не гнать, чтобы судьи все видели, что я разгибаю локти, и не было ко мне никаких вопросов. Естественно, в повторениях это сказалось. В любом случае, я сделал меньше, чем планировал, но результат все равно достойный для первого раза. На помост приглашается Лось Евгений, 72,5 килограмма. Раздевание полностью. Полностью раздеваем все повторения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Вячеслав, следующий покидает. Напомню, что я вешу 74 килограмма, и я должен был жать на соревнованиях штангу в 75-й категории весом 75 килограмм. Но в последний момент Макс, мой коллега, предложил мне, казалось бы, бомбезную идею. Скинуть 1,5 килограмма и, естественно, завесить 72,5 и, следовательно, жать штангу 72,5 килограмма, тоже в 75-й категории. Теперь я осознаю, завесив на весах 72,4 килограмма, что это абсолютно не мой вес. Я не чувствую в нем мощности, не чувствую сил. Проще говоря, лучше бы я не скидывал. Так, когда я весил 75 килограмм в течение дня и жал штангу 75 килограмм, у меня на тренировке получилось выжать 37 раз. Это на тренировке. Я и скидывал
вес 1,5 килограмма только из расчета на то, что, возможно, я даже смогу выполнить норматив выше мастера спорта, замахнуться на международника, там нужно 42 раза сделать. Я рассчитывал на это. У меня просто не было мощности завершить даже эти 37 раз. Было на самом деле очень сложно. Поэтому вес, конечно, играет очень важную роль. Так, задача выполнена. Я мастер спорта в народном жиме. Также я умудрился попасть в тройку, стать третьим в своей весовой категории, где получил вот такой диплом и вот такую красивую медальку до коллекции. Но не в этом дело и не в этом счастье, как говорится. В конечном итоге я просто кайфанул от того, что я вложил какие-то усилия и получил, естественно, результат. В следующем старте весной я получу удостоверение и значок мастера спорта. И здесь сразу же вопрос к вам, к моей аудитории. Как вы считаете, нужно ли мне заявляться туда за мастером спорта международного класса или же попросту продолжать шатать турничел? Напишите в комментарии. Друзья, также хочу вам напомнить, что я атлет калистеники. Я тренируюсь преимущественно собственным весом. А эти соревнования, это была проверка скорее каких-то своих возможностей. Можно ли без подготовки выполнить мастера спорта. Но иногда, конечно, минимально я тягаю железяки. Я люблю и уважаю спорт во всех его проявлениях. Поэтому будьте многогранны и развивайтесь всесторонне. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам не трудно, подпишитесь на канал, поставьте лайк. С вами, как всегда, был Дикий Лось. До новых тренировок, до новой прокачки. Всем пока.